Субтитры на русском языке доступны в настройках видео. Наведи курсор на эту иконку, нажми субтитры и выбери русский. Приветствую вас, любимые зрители! Сегодня я пишу для вас далеко не новое и снова удвоенное по опыту и деньгам противоборство зона десантирования. Суть в том, что две команды прыгают из вертолетов в одну область. Та команда, что дольше будет удерживать за собой эту территорию, выиграет. Вы можете прибегнуть как к непосредственному нахождению внутри данного места, так и к прикрытию своих товарищей вне области, пользуясь местностью. Также вы можете мешать противнику высаживаться рядом с ключевой территорией, расстреливая его парашют еще на подлете к земле. Не толпитесь, рассредоточьтесь по области захвата, чтобы при взрывах одной гранаты мог погибнуть лишь один ваш товарищ, а не двое или трое сразу. Иначе есть опасность упустить инициативу и проиграть, а вы ведь пришли за бабками и опытом. По ним, кстати, скажу, что вы точно можете рассчитывать на 10-20 штук даже при посредственном раскладе игры. А поскольку можно настроить режим на 7 раундов, у вас точно будет минимум 50 штук, даже в случае проигрыша. Поверьте, обычно борьба становится ожесточенной, в итоге у дела может случиться от 7 до 13 раундов. Там уже будут шестизначные награды, и я знаю, о чем говорю. Это итоговая таблица одного сражения, правда из другого режима сумо. Благодаря ебанутому хосту у нас было 4 команды. Борьба была адская, счет постоянно сравнивала то одна, то другая команда. В итоге прошло 11 раундов, лучшая команда срубила без тридцатки 160 косарей. Да, это не зона десантирования, однако система начисления денег в GTA Online едина для всех контактных режимов соревнований. То есть вы можете получить примерно схожие деньги как в сумо, так и в зоне десантирования, с оговоркой на то, что определенный режим может позволить включить более 3 раундов и 2 команд. Также следует помнить, что такие числа присущи потным, долгим играм, потому что система начисления денег и опыта в большой степени опирается на число раундов. Поскольку в игре может быть целых 4 команды, а для победы может быть настроено 4 раунда, то при упорстве всех игроков в деле завершение противоборства может наступить спустя ни много ни мало полчаса и даже дольше. Отсюда и вытекают подобные награды. Вернемся к теме зоны десантирования. Я хочу чуть подробнее рассказать вам про баланс. Так или иначе, я уже говорил о нем в других описаниях противоборств. Включать уравновешивание или нет – дело ваше. Имейте в виду, что если вы его выключаете, чтобы можно было вручную присоединиться к команде, куда закинуло друзей, и наоборот, всегда есть твари, которые зайдут в ту или иную команду. Независимо от того, в большинстве вы окажетесь или нет, в первом раунде вы можете оказаться втроем против одного игрока из-за таких ебланов. Вполне естественно, что та команда, в которой остался единственный игрок, прерывает игру досрочно путем выхода из дела, и винить в этом тех, кто оказался один, нельзя. Здесь уже недоработка игры, отягчаемая неспортивным поведением игроков, переходящих в ту или иную команду по тем или иным причинам. Вот такой далеко не новый режим, который я записал еще в самом-самом начале сего 2023 года, так что вы могли получить дозу охлаждения при просмотре этого видео. А на этом у меня пока что все. Помните, что быстрее выхватить пистолет, чем перезарядить винтовку. Вы смотрели канал Кокос, спасибо, что пришли, всем счастливо, я пошел. А нахуя он зашел сюда? Он считает, что уровень это что-то значит. Долбоёб. Нихуя это ничего не значит. У нас жизни столько же, сколько на 100-м уровне. Ты втроем против одного зашли. И это первый раунд. На втором нас отбалансит. Можешь запомнить это.